Привет, это Тостер. У нас, как всегда, много интересного о домашней технике, потому что реальные обзоры и тесты. Вот я все еще часто встречаю такое мнение. Зачем мне посудомойка? Я сам или сама за 20 минут все помою, а она 2 часа будет мыть. А я еще про жизнь подумаю, помечтаю, пока тарелки буду перемывать, там песни попою. Ох, в общем, противятся люди прогрессу, как когда-то не признавали лампочку Ильича. Но в этом видео, мне кажется, мы в очередной раз докажем, что посудомоечная машина во всех смыслах лучше ручного мытья. Смотрите, у нас здесь посудомойка Candy серии Rapido. У ребят вышла новая такая красотка, встраиваемая посудомойка. Она внутри красивая, правда. Увидите, и мы, Тостер, конечно, тут как тут. Тем более, что у посудомоек есть, такой блат на нашем канале. Это одна из моих любимых категорий бытовой техники, и плейлист у нас по ним большой, посмотрите. Посудомойка полноразмерная, и это кайф. Я как мантру всегда повторяю, если на кухне есть место, берите полноразмерную модель. Просто поверьте, а поймете потом. Вот у меня семья из 2 человек, и у нас эта полноразмерная посудомойка к концу дня всегда полная, и всегда, за очень редкими исключениями, все помещается, не остается на следующий раз. В эту Candy Rapido тоже все поместится, тут до 15 комплектов посуды, как-никак загрузка. На экране вы сейчас видите, что входит в комплект посуды для посудомойки. И вот эта история с комплектами, она, конечно, немного такая иллюзорная, потому что никто ведь этими комплектами не моет. А как же кастрюли со сковородками, да, они же не входят. Но надо было как-то обозначать объемы загрузки для всеобщего удобства. Вот и придумали их. Просто нужно понимать, что 15 комплектов — это реально много посуды, которую вы можете вымыть за раз. В Candy постарались выжать все возможное из стандартных габаритов в контексте внутреннего объема вместимости. Плюс, конечно, для вместимости посудомойки важно устройство корзин. Об этом мы еще поговорим. Теперь очень важная информация для тех, кто все время твердит, что посудомойка моет 2 часа и зачем это надо столько мыть. Внимание, говорит Москва, что называется, вдребезги мы разбиваем этот ваш довод с 2 часами. Теперь с ней, с Candy Rapido, вы можете много посуды помыть всего за 35 минут. Да, есть специальная программа «Мытье и сушка» за 35, повторю, за 35 минут. Я бы рекомендовал, и мы это обсудили с Candy перед съемкой, мыть за раз примерно половину от полной загрузки. А это, кстати, примерно полная загрузка узкой посудомойки, это же полноразмерная. Может быть, и больше у вас нормально отмоется. Тут нужно экспериментировать. Нужно и можно. Конечно, эта посуда не вчерашняя, где все засохло, а которой недавно пользовались. Не супер грязная. Хотя, знаете, там 60 градусов вода в этой программе. Я думаю, можно и со вчерашней экспериментировать. Вероятность того, что отмоется, высокая. Плюс это же экономия электроэнергии и воды благодаря малой продолжительности цикла. Но если гостей было много или просто вы, знаете, так готовите, что у вас много мисочек, пиалочек, блюдечек, сковородочек используется, как я, например. А потом еще обед с супницей, чинно, благородно, такая приличная семья. То есть, если набирается прямо много посуды под завязочку, ее можно тоже быстро вымыть за 59 минут, полная загрузка. Я, кстати, не уверен, что такой большой объем посуды, который может поместиться в эту посудомойку, вы ручками за 20 минут помоете. Не уверен, а тут вам за час отличный результат. Это все, мытье большого объема посуды за короткое время, это стало возможно, потому что инженеры прокачали вообще начинку машины, техническую часть. Как я говорил, выжали максимум по вместимости в стандартных габаритах. И это удалось благодаря новому, такому более эффективному инверторному бесщеточному мотору, который еще и места занимает меньше. Плюс здесь оптимизирована конфигурация всей гидравлики. В 2 словах, если удалось уменьшить
уменьшить сопротивление водяному потоку, и вместе с увеличением некоторых оборотов мотора это повысило эффективность мытья, но нет при этом увеличения энергопотребления и остается низкий уровень шума. А еще, конечно, важную роль играют корзины для посуды, организация пространства в них. Давайте поближе с корзинами познакомимся, потому что, это правда важно. Правильные корзины и правильная загрузка посуды. Это и удобство эксплуатации, и бонус к вместимости, и в итоге максимально крутой результат. Чистая посуда. Первое, с чем встречаешься, это ручки. Они на качество мытья не влияют, зато с ними удобнее, чем хвататься просто за металл, корзины. Комфортнее и приятнее просто. Держателя 4 отдельных для бокалов, небольших чашечек. Они легко снимаются, если не нужны, плюс можно изменить высоту их установки. Еще в верхней корзине есть очень удобные аксессуары для мытья длинных ножей, половников, такого, терки для сыра. Часто это, реально некуда деть в посудомойке, а тут есть отдельный слот, такая подставка съемная. Корзина верхняя, она с изменяемой высотой установки, чтобы можно было, какие-то габаритные предметы мыть снизу, сверху. И тут у Kalyu Kandi не самая современная тут система этого изменения высоты. Нужно корзину вынимать, опять потом ставить. Есть сейчас более, технологичные и удобные решения в этом плане, которые избавляют от этих манипуляций. Нижняя корзина, она со складными держателями для посуды. Это вариативность. Можно настроить корзину для мытья самой разной посуды, разного количества, много тарелок или мало тарелок, кастрюли, сковороды, как-то так. Помимо мытья за 39 и 59 минут, тут в целом классический набор программ. Есть экоцикл, кстати, не пренебрегайте им, это реально экономичный режим для среднезагрязненной посуды, самое то. Вообще, я и весьма грязную отмывал на этом режиме. Впрочем, для нее, для грязной, есть специальная такая наиболее интенсивная программа с температурой воды до 75 градусов. Для хрупкой посуды и стекла цикл тоже не пренебрегайте, особенно при мытье таких дорогих бокалов, стекла, например. Тут и давление воды оптимизировано, относительно невысокие температуры воды. И плюс, это важнее, чтобы избежать так называемой коррозии стекла, вымывания из него кальция, магния, вода в этом цикле не проходит через ионообменник, не смягчается. Кальций и магний в ней остаются, поэтому не забираются в процессе мытья из стекла. То есть бокалы будут чистыми и сухими, не поцарапанными, не испорченными, не помутневшими в итоге. Но еще выделю автопрограмму. Тут машина сама определяет и уровень загрузки посуды, и то, насколько эта посуда грязная, чтобы выстроить в итоге такой оптимальный алгоритм мытья по температуре, времени. То есть, если не слишком грязная посуда, ее немного, соответственно, короче будет цикл. Пониже температура воды, собственно, экономия и воды, и электроэнергии получается. Плюс к любой программе можно добавить на автооткрывание дверцы во время или по окончании сушки посуды, в зависимости от самой программы. Это делает сушку такой более эффективной. Плюс тут еще такой момент, что если вы не вынимаете посуду из посудомойки сразу, а часто так и бывает, ночью, например, мытье или вообще, когда никого нет дома, на ней не будет конденсата, если дверца откроется. Она по большей части дойдется у вас сухой. Управление на дверце вы видели вполне понятное, удобное, такое классическое. Но у нас с вами 2023 год, конечно, тут есть удаленное управление. Мобильное приложение H-On, коннектите все через него. У приложения хорошая функциональность, возможности техники расширяются. Тех же программ мытья тут больше на разные случаи, на разные загрязнения. Немного, конечно, допилить надо это приложение, потому что, проскальзывают иногда такие огрехи, знаете. Мойка может быть названа стиркой, например, или очистка барабана вместо очистки рабочей камеры посудомойки. Но это допилят. В целом, интуитивно все понятно.
И не только тут дополнительные программы есть, но и разные рекомендации по обслуживанию посудомойки и, конечно, мытью посуды. Например, подскажут, где что правильно разместить из посуды. Можно следить за расходом воды, электроэнергии и за наличием соли и ополаскивателя. В общем, полный такой контроль и комплект. Можно даже сфотографировать вашу грязную посуду, и машина подберет оптимальную программу мытья, которую вы со смартфона и запустите. А перед этим она еще оценит эффективность загрузки корзин и может выдать рекомендации на этот счет. Просто фотографируйте посуду. Все это великолепие называется Snap and Wash, и, конечно, немного такой аттракцион, не спорю. Но тут есть и обучающая составляющая, так что, занимательно. Чем еще реально удобно удаленное управление? У меня были случаи, когда я загружал посудомойку, клал таблетку эту туда и уходил на работу, забыв все это включить. Кот, дармоед, не умеет включать, все остальные тоже на работе. И у меня это весь день посуда томилась внутри. Я приходил, ни чистого ничего нет, да еще и запах посудомойки. И эти игры дальше. Это достанем, помоем вручную, да. Такое. А со смартфоном раз и включил откуда угодно. Главное, конечно, вспомнить таки о том, что забыл включить мытье. Но мы не забудем включить мытье. Раз есть посудомоечная машина, она должна выстрелить. Помните, да, залпом из всех орудий ответили на провокацию врага мирные советские комбайны. Это были шутки за 100. А если серьезно, то мы решили протестировать ту самую программу мытья за 35 минут, раз уж мы много о ней говорили. Посуда у нас разная, загрязнения такие средние, как рекомендует для этого цикла производитель. Загрузили обе корзины, напомню, тут примерно половина, плюс-минус от максимальной загрузки рекомендуется. Раскладываем все правильно, разложили тарелки, бокалы, столовые приборы, длинный нож. Результат после перебивки. Все главное об этой посудомойке Candy Rapido мы вам рассказали. Мне кажется, сложно после такого подробного, рассказа продолжать оставаться сторонником ручного мытья, потому что миллион же удобств для повседневной жизни дает посудомойка. Даже если она моет 2 часа, а не 35 минут, какая разница? Потратив 3-5 минут на загрузку машины и еще столько же на выгрузку чистой посуды, в эти 2 часа занимаетесь чем угодно. Читаете, мечтаете, размышляете о жизни, песни поете от радости осознания того, что вы женщина или мужчина, а не посудомойка. Но если у вас остались сомнения, есть еще аргумент: добиваем моментом экономичности. Исследование, проведенное в университете Бонна в Германии, показало, что при мытье руками посуды после обеда на 12 человек требуется около 103 литров воды. А для полной загрузки посудомоечной машины на 15-16 комплектов посуды требуется 10 литров воды, а для 6 комплектов посуды всего 6-7 литров на посудомоечную машину. Экономия воды просто огромная, вдумайтесь. Конечно, не часто мы моем посуду после 12 человек, я понимаю. Но все равно экономия воды явная, даже если посуды меньше. У нас, конечно, меньше было посуды, которую мы решили за 35 минут отмыть. Ближе мы к повседневности тут. И смотрим, да, реально все за 35 минут отмылось. Посуда разная была, разные загрязнения тоже, но все чисто. И если уж это кому-то так важно, никаких 2 или 3 часов. Это все не обязательно и теряет актуальность современной посудомойкой, такой, как Candy Rapido. Тостер протестировал, рассказал о ней главное, и мы рекомендуем ее к использованию. Я тут придумал новый штамп такой, который, можно в пресс-релизах даже использовать. Она оставляет хорошее потребительское впечатление. Дарю всем любителям подобных таких, штампов корявости. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсации, мы просто рассказываем, как она
реально работает, какая от нее нам с вами реальная польза. Вот чистая посуда. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со всеми заинтересованными в теме. Заходите еще на Toaster.ru, есть мы на Яндекс.Дзене, в Телеграме и вообще в соцсетях. Там не только наши видео, но и много другого интересного о доме и быте от нашей команды. До новых обзоров и тестов. Пока!